Рассада капусты, которую мы с вами сеяли, уже подросла, и ее пора высаживать на постоянное место жительства. Томаты, высаженные нами в прошлом видео, тоже набирают силу, цвет, а некоторые уже обзавелись небольшими зелеными помидорками. Этих малышей уже не узнать. Детки растут быстро. А вот как подрос наш ревень. Самое время заготавливать его на зиму. Прошлый год был не самый урожайный на фрукты и ягоды. И чтобы хоть чем-то заполнить банки, я впервые решила поставить компот из ревеня. Ставила по 4 рецептам. Первый просто из одного ревеня. Он занял у нас последнее место по вкусовым качествам. К тому же он был самый мутный. Второй – компот из ревеня с добавлением мяты. Этот по вкусу напоминает мятную конфету. Прозрачный и по цвету гораздо приятнее, чем первый вариант. Третий вариант – ревень и каркаде. Этот компот очень напоминает обычный чай каркаде, и поэтому я решила не повторять этот способ закатки. Больше всего нам понравился четвертый вариант – ревень, каркаде и мята. Именно он и похож по вкусу на конфету барбариску. И именно этот компот мы сегодня законсервируем вместе с вами. Хорошо промытые черешки ревеня нарезаем на кусочки и засыпаем в вымытые содой банки, заполняя их на 1/4 от всего объема. Я знаю, что некоторые хозяйки, чтобы сэкономить на банках, при заготовке компотов стараются наполнить банки фруктами поплотнее, а затем разбавляют полученный компот водой. Когда-то я тоже так делала, но все же будет лучше запастись дополнительными банками, потому что вкус компота, приготовленного с соблюдением правильных пропорций, напоминает осветленный сок, а компот, разбавленный водой, очень сильно теряет свои вкусовые качества. В банку с ревенем добавляем чуть больше половины чайной ложки каркаде. Слишком много каркаде сыпать не стоит, иначе оно перебьет весь вкус.
Туда же отправляем 2 веточки мяты. У меня она с ярко выраженным ментоловым вкусом. Именно мята придает компоту этот особенный вкус карамельки. Заливаем содержимое банки кипятком и настаиваем несколько часов, чтобы содержимое банки простерилизовалось, а ревень напитался влагой и не выпил ваш компот изнутри после того, как вы его закатаете. Не переживайте, что компот мутный. Со временем он посветлеет. После настаивания жидкость сливаем в кастрюлю, добавляем сахар. Я беру на 3-литровую банку целый стакан и еще немного. Но тут все индивидуально. Количество сахара можно как увеличить, так и уменьшить. Кастрюльку снова на огонь, а после закипания снова в банку. Герметично закупориваем и накрываем теплым пледом для медленного остывания. И вот такой красивый, прозрачный и вкусный напиток вы получите после всех своих трудов и стараний. С компотом мы разобрались, и, возможно, кто-то уже побежал за ревенем. А мы с вами отправляемся во Францию 15 века, чтобы узнать, как там дела у нашей красавицы Катрин и ее возлюбленного рыцаря Арно. Но сначала, по традиции, коротко о том, что было в прошлой части. Арно де Монсалви ускакал в Ги со всей уверенностью в том, что Катрин любовница герцога Филиппа. А Гарен де Бразен, всегда такой равнодушный к красоте жены, вдруг сошел с ума от ревности и избил Катрин до потери сознания. Один знакомый монах поведал Катрин о том, что Арно де Монсалви вот-вот женится на дочери маршала Изабелле де Саверак. И под воздействием этой новости Катрин и правда соглашается стать любовницей герцога Филиппа. Еще более обезумевший муж заточил Катрин в подземелье, чтобы таким образом избавиться от ребенка, которого она носила под своим сердцем. С помощью своих друзей пленнице удалось сбежать и укрыться в стенах монастыря. Гарен де Бразен собирался сжечь и монастырь, и приходскую деревню, чтобы заполучить свою жену. Но солдаты герцога Филиппа успели раньше. Гарен де Бразен был арестован, приговорен к смертной казни, и Катрин вскоре стала вдовой. Через несколько месяцев после этих печальных событий в сельском имении своей подруги Эрмингарды Катрин родила сына. А через год после рождения сына герцог Филипп приказал Катрин вернуться ко двору, так как сильно тосковал по ней.
Он вернул ей все, что отобрали у нее во время суда над Гареном. А чтобы их сын, маленький Филипп, получил титул, она стала графиней и получила во владение замок в Женове, небольшой дворец в Брюгге, земли, новые драгоценности и любовь Филиппа, которая никогда не истощалась. Но при дворе Катрин побыла недолго. Она получила печальное известие от своей подруги о том, что ее сын, маленький Филипп, очень болен. После чего Катрин, не мешкая, отправилась к нему, чтобы окружить материнской заботой. Катрин не успела. В деревне, приютившейся в одной из извилин долины реки Анжу, у подножия Господского холма церковный колокол звонил похоронным звоном. А на верхушке башни был вывешен черный флаг, печально выделявшийся на фоне стены. Мальчик не выжил. Он умер от сильной лихорадки, испив отравленной воды из колодца. Жизнь в замке замерла. Катрин и Эрмингарда искали забытье в бесконечных занятиях шитьем и вышиванием. Так продолжалось до тех пор, пока к ним не заглянул монах, брат Этьен. Воздав должное боннскому вину, он сообщил, что город Орлеан осажден солдатами герцога Филиппа и держится в блокаде. И что капитан Арно де Монсалви с горсткой смельчаков вот уже 5 месяцев сражается за осажденный город. А также он сообщил, что Арно де Монсалви так и не женился на Изабелле де Северак, так как его невеста умерла за 2 месяца до свадьбы. Теперь Катрин знала, что ей нужно было делать. Она отправится в Орлеан, чтобы последний раз крикнуть ему о своей любви. Она отправится туда, даже если этот самый Орлеан станет для нее могилой. Гигантской могилой как раз по размеру ее любви. Вместе со своей преданной цыганкой Сарой, монахом Этьеном и 3 воинами, составляющими ее эскорт, она преодолевала лье за лье этого трудного и опасного пути до тех пор, пока на них не напали разбойники. Воины были убиты, а Катрин, Сара и монах взяты в плен. Разбойники планировали получить за них хороший выкуп. Немного передохнув от дороги, Катрин начала искать способ устроить побег. Она не сомневалась, что герцог Филипп Бургундский приедет с выкупом и освободит ее. Но ведь, отправляясь в Орлеан, она бежала и от него, и поэтому такое освобождение ее не устраивало. Бежать ей помогла Сара, приглянувшаяся главарю этой разбойничьей шайки. Она опоила его, и пока он крепко спал, принесла Катрин крепкую веревку, с помощью которой она и спустилась по стене башни вниз. Побег удался.
И чтобы не привлекать внимания, вооружившись посохом, под видом смиренной паломницы, идущей в святое аббатство, она шла и шла бесконечной, нескончаемой дорогой. Сотни раз она была близка к тому, что упадет на обочину и уже не встанет. Сотни раз она заставляла себя идти вперед. И через несколько дней изматывающего пути в лохмотьях, голодная, с окровавленными ногами, она все-таки вошла в ворота Орлеана. И прямо у этих самых ворот она увидела Арно. Плохо выбритого, довольно грязного, но который показался ей краше самого святого архангела Михаила. Она вмиг забыла все свои горести от радости, что наконец-то его нашла. Но Арно не был так счастлив, увидев перед собой Катрин, и приказал арестовать девушку, будучи уверенным, что ее прислал герцог Филипп, чтобы шпионить за ней. Арно был так уверен в том, что Катрин посланница зла, что не только настоял на аресте, но и на пытках, чтобы узнать цель ее прихода и план герцога Филиппа. Плана, конечно же, никакого не было. Пытки ничего не дали. И тем не менее Катрин была приговорена судом города Орлеана к смертной казни, на которой сильнее всех настаивал Арно де Монсалви. Но, к счастью, в день казни в город Орлеан прибыла Жанна д'Арк, Орлеанская дева и посланница Божья, пришедшая королю Карлу VII из Лотарингии и пообещавшая выгнать англичан из Франции и освободить Орлеан. Катрин уже не в первый раз слышала о ней и страшно ревновала, думая, что ее Арно, помешанный на военном деле, влюбится в эту самую деву без памяти, и тогда для нее, для Катрин, точно не останется места в его сердце. И тем не менее именно Жанна д'Арк помиловала Катрин, приказав отпустить девушку и позаботиться о ней. Арно теперь был так близко, и порой ей казалось, что в его глазах загорается какой-то особенный блеск, когда он смотрит на нее, но который он старательно ото всех скрывает, и в первую очередь от самого себя. Этого было так мало для счастья, но достаточно для того, чтобы огонек надежды теплился в ее сердце. Город Орлеан был освобожден. Войско под предводительством Жанны д'Арк не знало поражения. Жорже, Менге, Пате, земли Бургундии, город освобождался за городом. Но в какой-то момент удача изменила. Жанна д'Арк была взята в плен, а Арно был серьезно ранен. Он звал к себе Катрин. Катрин, не раздумывая, поспешила к нему в надежде наконец-то услышать слова любви. Но Арно звал ее не за этим. Он попросил ее вернуться к герцогу Филиппу Бургундскому и попробовать обменять себя на Жанну д'Арк, взятую в плен. Катрин отправилась к Филиппу, уставшая, измученная этой бесконечной борьбой за какое-то придуманное счастье, за какую-то невозможную любовь.
Если Арно она так безразлична, то пусть будет как будет. Так, по крайней мере, она вернет долг Жанне, которой обязана жизнью. Но Филипп Бургундский не смог вернуть свободу Жанне, так как она уже была в руках англичан, и Катрин вернулась к Арно ни с чем. Катрин и Арно отправились в Англию. Там, в доме одних знакомых, Катрин изображала бедную родственницу, помогая служанке на кухне со стиркой и глажкой. Арно служил в бригаде каменщиков. А ночью они собирались в подвале дома с другими последователями Жанны и разрабатывали план по ее освобождению. Освобождать Жанну было решено в день ее казни. Жанну д'Арк приговорили к сожжению на костре. По плану на площади во время казни Катрин должна была разыграть приступ эпилепсии, чтобы отвлечь внимание стражников. А Арно с помощником должны были попытаться вырвать Жанну из плена и, используя тайный подземный ход, увести ее от места казни. К сожалению, план провалился. Арно и Катрин были арестованы, а Жанна д'Арк сожжена не в этот день, но чуть позже. Судить Арно и Катрин был назначен Кашон. Тот самый Кашон, который много лет назад приговорил к смерти Мишеля, младшего брата Арно. И именно этот самый прилад Кашон открыл глаза Арно на правду о том, что Катрин пыталась спасти его брата в то ужасное время и поплатилась за это своим домом, честью сестры и жизнью своего отца. Арно смотрел на Катрин, не отводя взгляд. В его глазах была вся любовь, вся страсть, которых Катрин уже не надеялась когда-нибудь дождаться. Катрин и Арно были приговорены к смертной казни через утопление. Их, связанными друг с другом, посадили в кожаный мешок и сбросили в реку.
И все на этом могло бы и закончиться, если бы не Жансон, у которого они все это время жили. Узнав от своих людей о времени и месте казни, он успел выловить их из речных глубин. Оставив позади стены тюрьмы, счастливый Арно увозил свою любимую Катрин в свой родовой замок Монсалви. Казалось, что на этом можно было бы и закончить. Но нет, это всего лишь середина.